Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Рак. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на предстоящую неделю. Давайте посмотрим, что же вас ожидает с 6 по 12 июля. Какие карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, что это прогноз на неделю. Возможно, у кого-то дни несколько сместятся или поменяются местами. Не расстраивайтесь, если это так, это общий таро-прогноз. В любом случае, надеюсь на то, что у большинства из вас отыграется общая нить, общая тенденция недели этой. Вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео, можете поучаствовать в акции, описание есть в закрепленном сообщении, опять-таки под этим видео. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает раков на этой неделе, какие карты вам сегодня выпадут в нашем раскладе. Итак, давайте попробуем вот так вот. Так, с 6 по 12 июля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, у нас есть первые несколько карт, которые мы видим, и они говорят о каких-то переменах, которые в вашей жизни происходят на этой неделе. Возможно, по шестерке мечей в понедельник действительно здесь имеет место и какое-то передвижение, поездка, то есть непосредственное перемещение, поэтому есть шестерка мечей, вот как и изображено на этой лодке. Но также лодка здесь показывает переход из одного этапа жизненного, одного цикла в другой, и шанс, возможность поменять что-то к лучшему, в лучшую сторону вот в этой ситуации, когда что-то меняется, как будто возможность сделать какие-то для этого шаги. Возможно, по шестерке мечей вы здесь узнаете какую-то хорошую информацию, потому что это карта любопытства также, возможности здесь интересующимся людям нечто узнать, удовлетворить свое любопытство. В любом случае это какие-то хорошие перемены. В большинстве своем. Но давайте посмотрим, что здесь еще у вас может быть по этой карте, какие карты у вас еще ее дополнят. Первая шестерка мечей. Раки, неделя с 6 по 12 июля. Мы смотрим на понедельник. Почему шестерка мечей? Восьмерка мечей. У вас есть боязнь и страх каких-то перемен, которые здесь имеют место быть, но на самом деле они необходимы для вас, и вы только зря себя накручиваете здесь какими-то надуманными переживаниями, потому что по восьмерке мечей это какие-то внутренние оковы или какие-то вот такие ментальные ваши нити, которые связывают, заставляют вас переживать здесь. На самом деле переживания здесь того не стоят, то есть здесь больше каких-то ваших надуманных страхов. Следующая карта Иерофанта — это карта, в принципе, семьи, семейных торжеств, праздников, всего, что связано с традициями вашей жизни, то есть все, что имеет отношение к тому, как принято делать в вашей семье, в вашем обществе. То есть это карта семьи как таковой и всех событий, которые сплочают семью. Или по Иерофанту всего, что связано с какими-то мудрыми решениями, с мудрыми действиями, которые вы предпринимаете. Может быть, вы здесь обращаетесь за помощью кому-то из старших людей, старше вас, и они вам что-то советуют. И в данном случае Иерофант выступать может в роли такого родителя, отца или какого-то покровителя для вас, учителя, наставника. Давайте посмотрим дополнение для раков. Почему выпала именно карта Иерофант во вторник. Здесь выпадает рыцарь жезлов. Я думаю, что здесь много вот такого вот воодушевления и очень позитивной такой психической энергии, когда вы очень рады каким-то событиям, когда вы наполнены энтузиазмом, огнем, желанием жить, делать что-то, творить. По рыцарю жезлов здесь можно также говорить о том, что вы верите в свою удачу, вы верите здесь в
в то, что риск, если рисковать, он, скорее всего, может быть оправдан, хотя на самом деле все-таки стараетесь не выходить за рамки общепринятых норм и традиций. Но здесь какие-то воодушевляющие для вас такие события происходят. Следующая карта — карта колеса фортуны. Это поворотное, важное, судьбоносное событие или решение, которое вы принимаете, и в целом ваша уверенность в удаче и в успехе, которая есть в середине недели. Возможно, вам просто в чем-то везет, возможно, вы оказываетесь в нужном месте, в нужное время, здесь какие-то позитивные такие ключевые события в вашей жизни происходят по этому колесу. Ну, давайте посмотрим, раки, почему в среду у вас колесо фортуны выпадает, и здесь же карта пажа мечей, карта хорошего, снова-таки шанса, потому что паж мечей — это шанс, возможность, которая вам выпадает, и у вас есть здесь хороший шанс, опять-таки, эту возможность принять, то есть выбрать нечто, что повлияет на вашу жизнь в дальнейшем в позитивном ключе, потому что колесо фортуны будет крутиться в вашу пользу, потому что вы что-то узнаете, цепляетесь за эту возможность и не страшитесь, не боитесь ее использовать на полную. Также можете узнать какую-то информацию, которая вас воодушевит и вдохновит, потому что колесо фортуны — это нечто очень такое радостное для вас, жизнерадостное, и с пажом мечей, правда, как прояснение, просветление в каком-то вопросе здесь может произойти. Возможно, это касается воздушного знака зодиака, то есть весы, близнецы или водолеи. Следующая карта — карта восьмерка жезлов, быстрое, стремительное событие, которые имеют место быть. Здесь может быть много сообщений, звонков, каких-то активных действий ваших, когда вы общаетесь с другими людьми, вы здесь заводите новых друзей, возможно, или добиваетесь хорошего прогресса в том, чем вы сейчас занимаетесь по восьмерке жезлов. И в четверг также у раков здесь выпадает карта девятка кубков, карта пиршество, карта веселья, и по девятке кубков в целом радостных событий, может быть, радости от того, что что-то происходит очень динамично, очень быстро, спешно, да, и вам это на руку, и вы можете здесь общаться с кем-то, и это будет позитивное общение, даже если это общение на расстоянии, то есть очень хорошие карты. Следующая карта — повешенный в пятницу, казалось бы, после таких карт у вас выпадает какая-то приостановка и пауза к концу рабочей недели. Возможно, есть возможность здесь отдохнуть, остановиться, сделать какую-то передышку. А возможно, вас жизнь заставляет остановиться и сделать вот такого рода остановку. По рыцарю, по королю мечей здесь есть очень много размышлений, возможности увидеть нечто в другой перспективе, другими глазами, под другим углом. И очень много осмысления происходящего, очень много здесь попытки все как-то контролировать и относиться ко всему с очень логической точки зрения. По королю мечей вы стараетесь здесь быть очень ответственными, очень внимательными ко всему, и, возможно, чрезмерный контроль загоняет вас в тупик. Возможно, здесь будет просто ситуация, где вы сможете оценить ситуацию, да, оценить вещи иначе, под другим углом, и в связи с этим как-то иначе о них подумать. Кстати, может речь идти и про воздушный знак зодиака, это весы, близнецы или водолеи. Дальше идет карта Луна, и это страхи либо надежды. То есть здесь такое очень смежное сочетание этой карты значений, потому что по карте Луна мы можем как верить и надеяться в исполнение ваших желаний, о которых вы никому не рассказываете, да, держите их в тайне как в секрете, но также и по карте Луна это все ваши тайные страхи, переживания, тревоги, волнения, которые могут иметь место. Поэтому по карте Луна вы можете накручивать себя из-за чего-то, можете плохо спать или можете чересчур гиперболизировать, усиливать какие-то свои переживания. Здесь также может быть еще и страх по семерке кубков, принять решение, сделать выбор, боязнь, если вы оказываетесь перед трудным выбором, неправильное решение, соответственно, принять. Ну и карта Луна с семеркой кубков также здесь о творческой энергии говорит, потому что это может быть какая-то творческая работа, задача, которую вы выполняете, и там мало спите в этот день, посвящаете много времени реализации этой задачи. Поэтому Луна с семеркой кубков. Много фантазируете, много планируете себе что-то, много думаете о каких-то возможных вариантах, которые у вас, может быть, есть, а может их и нет. Может быть, вы их себе придумали, это какие-то
какие-то иллюзорные варианты, которые на самом деле не существуют. И дальше принцесса кубков или паж кубков, карта водного знака, вашего знака, может говорить также про общение с другим водным знаком, как вы, это раки, рыбы или скорпионы. Ну и принцесса кубков — это прежде всего хорошая информация и новости, которые вы получаете. Это возможность здесь что-то изменить, опять-таки, в лучшую сторону, возможность исправить какую-то ситуацию в лучшую сторону. У вас для этого может выдаваться хороший шанс. И с рыцарем кубков здесь может быть какое-то хорошее, приятное сообщение, которое вы получаете, поздравление или приглашение на свидание у кого-то из одиноких раков, к примеру. То есть здесь какая-то тоже хорошая, достаточно такая обстановка в этот день, и хорошие карты у вас выпадают по рыцарю кубка. Возможно, вы здесь очень оптимистично тоже вдохновлены, окрылены какими-то событиями, очень оптимистично смотрите на вещи, и по рыцарю кубков вот как через розовые очки смотрите на происходящее в вашей жизни, поэтому здесь как-то идеализируете опять-таки то, что у вас здесь происходит. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для раков на неделю с 6 по 12 июля мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя и до скорого!